Итак, давайте посмотрим, какие из 19 средств эффективны, а какие не справились с поставленной задачей. Первое. Лук репчатый. Напомню, мы использовали четверть луковицы. Лук брали со своего органического огорода. Что мы видим? Помидоры выглядят свежими, следов плесени и гнили нет. Второе. Чеснок. Очень много плесени и жидкости на дне банки. Средство неэффективно. Третье. Перец острый. Если не считать небольшой вмятины на одном из томатов, то результат неплохой. Плесени нет. Однако смущает жидкость на дне банки. Притом ее немало. И непонятно, откуда она появилась, учитывая, что помидоры практически целые. Для меня это пока загадка. Далее, четвертое средство. Корень хрена очищенный. Отрицательный результат. Полно плесени и следов гниения. Томатов также не видно. Пятое. Крапива. Также не справилась с поставленной задачей. Шестое. Свеча, которая использовалась здесь как средство для поглощения кислорода из банки. Мы зажгли свечу и плотно закрыли банку крышкой. Как только кислород закончился, свеча погасла. Итак, что мы видим? Следов плесени нет, а вот следы работы гнилостных бактерий есть. А это значит, свеча неэффективна. Седьмое. Ржавый железный гвоздь. Его также советовали зрители с целью удаления кислорода в банке, а точнее для его замены на оксид железа. Однако мы видим, что средство не работает, плесени очень много. Восьмое. Имбирь сушеный молотый. Я отказался от сырого, так как на нем уже присутствовали следы плесени. Однако, как мы видим, и сушеный имбирь также не справился с задачей. Девятое средство – соль каменная. Видно, что присутствует и плесень, и жидкость на дне. Все понятно. Десятое. Сода пищевая. Такая же ситуация. Средство неэффективно. 11. Спирт медицинский этиловый. Напомню, что все жидкости мы предварительно налили в крышечки, чтобы не было прямого соприкосновения с плодами. На данный момент крышечка пустая, а спирт на дне банки. Хочу прояснить, что все банки мы аккуратно осматривали и пролить ничего не могли. Как спирт оказался на дне банки, я не знаю. Но удивительно другое. Помидоры спустя полгода остаются свежими, без единого признака повреждений. И нам много писали критики относительно касания спирта и плодов, что после этого они пропитаются спиртом и их невозможно будет есть. У меня есть два ответа на подобную критику. Во-первых, спирт не нужно наливать в емкость, но просто опрыскать им стенки. Именно так мы делали, отправляя крупы на длительное хранение. Во-вторых, если спирт и потребуется наливать в емкость, то можно на ее дно поместить подставочку, чтобы продукт не касался спирта. Далее 12 средство – уксус столовый. Подобно спирту, результат отличный. Кстати, он более доступен и намного дешевле. Кто переживает относительно спирта, используйте уксус. 13. Уксус яблочный натуральный, органический. Также результат отличный. Это вообще находка для любителей ЗОЖ. Натуральный яблочный уксус – чистое органическое средство, к которому вообще нет претензий. 14. Перекись водорода. А здесь все очень плохо. Средство не подходит. 15. Горчичный порошок. А вот это средство неоднозначно. Все 6 месяцев наши выводы изменялись. С одной стороны, плесени нет, гнили нет, жидкости на дне банки нет. Но с другой стороны, плоды немного сморщились. Возможно, горчица впитала часть влаги, которая была в томатах. Может быть и нет. Оставьте комментарий, что вы думаете на этот счет. А мы продолжаем 16 средство – гвоздика, пряность. Несмотря на ожидания, средство оказалось неэффективным. 17. Настойка прополиса спиртовая. А здесь все отлично, плоды целые, плесени и гнили нет. Скорее всего, это действие спирта, а не прополиса. 18. Лимонная кислота. Помидоры сморщились и буквально плавают в жидкости. Нам это средство не подходит. 19. Куркума молотая. По-моему, наихудший результат из всех. Пряность, похоже, напротив стимулирует рост плесени. И, наконец, 20 банка с названием «Чистый». Здесь только помидоры и ничего больше. Мы видим здесь наличие плесени и признаки гниения. Разумеется, ничего особенного мы и не ждали от этой банки. Ну что сказать,
Органический лук, медицинский спирт и уксус показали отличные результаты. Думаю, творческие люди найдут всему этому рациональное применение.